Приветствую вас, на сегодня 4-й день, едем дальше. И сегодня мы с вами будем рассматривать борьбу с внутренними блоками и отказываться от непродуктивных привычек. Значит, смотрите, мозг у нас, тот самый мозг, который нам мешает всё достаточно просто и быстро делать, накидывает нам какие-то объяснения, почему мы что-то не делаем. И вот здесь начинается самое интересное. Отмечайте, что у вас есть, пишите список, ставьте галочки. Это важно, и мы будем это сразу прорабатывать. Первое объяснение, почему я что-то не делаю, не меняю. Это ссылки на судьбу, на предназначение, как способ вообще избежать какой-то ответственности за свой выбор. То есть, когда человек говорит, что «Ой, у меня такая судьба, у меня вот какое-то предназначение». Здесь привет моим коллегам, астрологам, нумерологам. Ничего не имею против них, потому что умные нумерологи и астрологи, они как раз и подсвечивают выбор, что ты можешь вот так вот, но у тебя есть выбор. Поэтому будьте внимательны здесь. Если у вас это, отмечайте. У вас это может проявляться в очень такой ненавязчивой форме. Вы где-то подумали просто про это, когда хотели сделать очередной шаг, чтобы изменить свою жизнь. Это может выражаться и так. Второе. Объяснение каких-то трудностей с помощью кармических уроков. Про понятие кармы мы с вами говорили на вводном нашем эфире. Вы уже в курсе, наученные. Поэтому здесь вот важно подслеживать у себя. Если у вас мелькает где-то в голове, это, наверное, мой кармический урок, чаще мы так не говорим себе, мы чаще говорим, это какой-то урок, какой надо мне пройти. И вот это как раз то самое, как мозг начинает вас уводить от решения проблемы. Обратите на это внимание. Третье. Перекладывание ответственности на родительские программы и семейные сценарии. Вы знаете, что я давно уже в своей 12-летней практике заметила, что когда человек начинает, вот у меня, наверное, что-то там было в роду, или у меня что-то в семейном сценарии, это всегда про перекладывание ответственности. Как это работает? Вы думаете, что сходив туда, это может быть род, реинкарнация, все что угодно. Сходив туда, вы что-то себе измените, и здесь поменяется. Вы переложили ответственность на своего дедушку за то, что вы здесь и сейчас ничего не делаете. Работает изумительно, понаблюдайте за собой, очень интересно, какие у вас выводы в связи с этим, пишите в чате. Четвертое. Это поиск внешних сил и каких-то обстоятельств, которые препятствуют вашему развитию. Что это может быть? Это может быть элементарно, начиная от погодных условий, заканчивая тем, что у вас не было желания, вас кто-то разозлил и так далее. Например, те же погодные условия, дождь, снег. Если это не пурга в Антарктиде, вас ничего не может сдержать, чтобы сделать то, что вы хотели. Обстоятельства. Заметьте себе, насколько часто вы не разрешаете себе что-то делать, потому что такие обстоятельства. Скорее всего, их можно изменить, но вы себе ставите большую стену как преграду. Вам предложили попробовать себя в какой-то новой роли. И вот если вы сбрасываете все на обстоятельства, то у вас найдется куча причин, чтобы это не делать. У вас может быть мало времени, у вас, может быть, вы недостаточно к этому готовы, у вас недостаточно знаний и очень много-много всего. Но если вы себе это разрешите, то чудесным образом появится и время, и оказывается достаточно вашего опыта, чтобы пойти это сделать. Пример из моей практики вам приведу, как одна из участниц моей программы пошла преподавать русский язык на английском языке, когда ее попросили для одного человека. Потрясающий, прекрасный опыт, когда человек увидел вот эту возможность для своего интересного развития. Сюда же я хочу добавить использование каких-то мистических, магических причин для того, чтобы оправдать свое бездействие и страх перемен. Сюда же мы можем добавить магическое мышление, что-то где-то вдруг произошло, непонятно почему. Обязательно всегда есть какие-то связи между собой, просто вы эти связи не видите. И как раз вот это вот магическое мышление, меня сглазили, там что-то еще сделали, да, это как оправдание, я не могу это делать, потому что меня там условно сглазили. Еще мне сюда хочется добавить один незапланированный пункт, особое восприятие гороскопов. Это как раз можно отнести к мистическим явлениям. Мой личный пример. Как один пример хочу привести. Один человек, с которым я была знакома, очень сильно впечатлился гороскопом и тем, что он дева. И он настолько на себя взял эту роль, он себя настолько этим ограничил, что даже
на журнальном столике для пива подставки лежали очень как будто выверенной линейкой, да, до тошноты вот такое вот восприятие. При этом это было именно как ограничение. То есть человек вообще не хотел выходить за рамки этого. Это, знаете, добровольная тюрьма. И, соответственно, в его жизни постоянно повторялись определенные моменты. И здесь сложно нам с вами говорить тогда о какой-то простройке своего будущего, если человек не выпускает себя за рамки своего поведения. Теперь мы с вами проговорим про иллюзии. Очень важный пункт, тоже отмечайте себе, какие иллюзии мешают нам управлять своей реальностью. То, что активно очень, к сожалению, поддерживается обществом, и вы сейчас узнаете многие пункты в себе, я уверена. Первое – это иллюзия в уникальности. То есть мозг дает вам информацию: я настолько уникальный, что мне надо что-то совершенно особое. Хотя на самом деле работают очень простые практики, которые уже завтра-послезавтра меняют вашу реальность. Но вот это вот ощущение «я настолько уникальный, что мне что-то простое не подходит», оно мешает как раз. Отследите вот этот момент, прям отметьте себе жирной красной галочкой, если у вас это есть. Могу дать подсказку. Особенно это проявляется у тех, у кого была очень сильная травматизация в детстве, очень сильно травмирована, если вы знакомы со своей нарциссической частью. Вот тогда вот эта вот уникальность, она прямо как какой-то столб, как какая-то база, которая не дает воспользоваться простыми практиками и поменять свою жизнь здесь и сейчас. Второе – это поиск особого решения. Может быть связан с первым пунктом, с уникальностью. Вот как раз мне вот эта практика не помогает. Мне надо что-то настолько особенное, что прям моя душа впечатлится и пойдет в процесс. Это тоже иллюзия. И очень важно себя от нее отодрать или ее от себя отодрать, чтобы получить быстрый эффект благодаря тем практикам, которые мы делаем. Третий пункт – это иллюзия застревания в проблеме. Я вам сейчас дам небольшую прям практику, чтобы вы могли это физически ощутить. Берете лист бумаги, желательно большой формат, А3 называется, вырезаете на нем круг, лучше цветной, записываете на нем свою проблему, все эмоции с ней связанные, все связанные какие-то мысли, ваши ощущения. В большинстве своем это будут негативные эмоции, ощущения и мысли. Пишите в этом круге. Потом кладете его на пол и становитесь на него. Прочувствуйте, что это как будто некая колба, у которой есть стенки. И вот в этом пространстве все эти эмоции, мысли варятся. Прям почувствуйте их телесно. А потом возьмите и выйдете из этого круга. Вы телесно почувствуете очень много облегчения. Вот вы физически прямо вышли из проблемы, в которой вы застряли. Если тело у вас еще мало с ним контакта, мало вы его слышите, попробуйте сделать 2 раза. Еще раз зайдите, еще раз ощутите вот в этих стенках, а потом выйдите за него. Делитесь обязательно своими ощущениями, как у вас эта практика сработала. 4-я иллюзия – это ум, который мешает. Ум в смысле как раз образования. Как это ни парадоксально, многие богатые люди пришли к своему богатству, когда у них не было каких-то высших образований. Парадокс. Некоторые из них начинают хотеть учиться. Ну вот у меня уже все есть, теперь мне надо какой-то диплом, какое-то образование, либо еще одно. Может быть, там что-то одно есть. И человек, когда начинает в это погружаться, его, например, если мы говорим про финансовый достаток, начинает ломаться. В прямом смысле. Он не просто уменьшается, а вся система начинает ломаться. Потому что, повторюсь, работает все очень просто. И когда мы умом не лезем туда, все динамично происходит. Как только мы начинаем разбирать это по частичкам, это перестает работать. Вообще здесь на самом деле простой закон наблюдателя, мы про него тоже с вами говорили на эфире, он вам известен. Когда мы за чем-то наблюдаем, то это застревает и фокусируется. Эффект наблюдателя. Когда мы перестаем наблюдать, происходящее из частицы трансформируется в волну и быстрее происходит, можно сказать и так. Так вот, как раз когда вы начинаете изучать, смешная есть история с квантовым компьютером, погуглите, будет вам интересно. Когда вы начинаете разбирать все по косточкам, это перестает работать. Срабатывает эффект наблюдателя,
и весь процесс, он как будто застывает на месте. Пятый пункт – это блокировка развития своего через эго. Блокировка через эго. Как это работает? Когда вы чувствуете, что вас прям подмывает, у вас может появиться много злости, агрессии, прям гнева, и такое нежелание быть в позиции ученика. Вот это самый главный маркер. Вы противостоите тому, чтобы быть в позиции человека, который принимает информацию. И здесь в куче может быть все вместе. То есть это не те практики, это не тот человек, мне надо какой-то гуру, который там, я пойду ему заплачу миллионы долларов, с ним побуду неделю, чему-то научусь. Эго хочет чего-то такого помпезного, чего-то супер, чтобы как раз и подтвердить вашу уникальность и все предыдущие пункты. Следующий пункт, 6, это иллюзия конкуренции. На самом деле конкуренции не существует. Наверное, для вас, для многих сейчас это шок. Конкуренцию вы чувствуете чаще всего из состояния, что для вас мир враждебен. Осознание, что конкуренции нету, очень сильно помогает освободить много энергии. Например, если мы говорим про квантовое сознание, про квантовое поле, то есть закон квантовой запутанности. Мы все между собой связаны как раз тем самым сознанием, про которое мы с вами уже говорили. И тогда, когда вы с кем-то конкурируете, либо ругаетесь, вы конкурируете, либо ругаетесь сами с собою. Я хочу, чтобы вы здесь прямо прочувствовали всю абсурдность тогда происходящего, когда вы с кем-то конкурируете или ругаетесь. Еще один момент, который покажет вам всю бессмысленность, когда вы конкурируете. С точки зрения квантового сознания у нас у каждого свой мир. Просто через это тело, через эти глаза мы можем увидеть вот так. И как это может быть кому-то печально, вы — это образы в моем мире, которые я вот могу воспроизводить через свое зрение, интерпретировать своим мозгом. Точно так же, как и я, образ в вашем мире, который вы вот так воспринимаете. А теперь давайте посмотрим. Я спорю с образами, которые создал мой мозг. Понимаете всю абсурдность? Вот эти вот важные моменты я предлагаю вам прямо прочувствовать и впитать. Когда вам каждый раз хочется конкурировать с кем-то, это прям телесная реакция, вы здесь просто переучиваете себя, останавливаете, можно прямо говорить с собой, а с кем я конкурирую. Можно этот вопрос записать на руке где-то, чтобы запомнить, можно какую-то напоминалку, резиночку. Как только вам хочется конкурировать, вы себя останавливаете, понимая всю бессмысленность этого. Маленький пункт: конкурировать нам хочется, потому что включается лимбическая система, нам надо поесть, чтобы не быть голодными, нам надо обеспечить себе безопасность. Вот. Но в связи с тем, что мы с вами перед этим обговорили, с кем мы конкурируем и в каком мире мы живем, ощутите бессмысленность этих действий. И последняя иллюзия – это зависимость, как будто вы от чего-то зависите. Например, у меня дети, у меня жена, либо у меня мама, у меня там брат, у меня работа. Это все иллюзия зависимости. Что здесь можно сделать? Я вам дам в чате потрясающую практику про то, как обнаружить вот эту иллюзию зависимости и как с ней проработать.